Говно новости. Пандемия намечается. Да хрен бы с ней. Рубль будет дальше ослабевать. Засада конкретная. Все! Макдональдса нет. Плесневелый бургер, таракани лапки, вкусно и точка. Некрасиво и воняет. Заболел каким-то сальмонеллезом. Свалить из России окончательно и бесповоротно. Слабые сигналы, в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Это обзор новостей от Игоря Рыбакова. Поехали! В московском зоопарке у кошачьих лемуров Беллы и Фунтика родилась дочь. А в московском метро на станции Марксистская родился ребенок. Скорая приехала тогда, когда уже малышка-то родилась и впервые закричала, но благодаря сотрудникам метро с девочкой и ее мамой все хорошо. Вообще, когда детеныши появляются на свет или дети рождаются, это всегда здорово. Вот, мне очень нравятся эти новости, но на этом хороших новостей больше нет. Как и обещал, теперь говно новости. Рубль, ну наконец-то мы дождались. Рубль начал на московской бирже быстрое катастрофическое падение. Доллар в первые минуты торгов прибавил больше 3 рублей и приблизился к отметке 65 рублей за доллар. Ребят, напомню, раньше мы вообще говорили, вот уже скоро там будет пробитие 50 рублей и доллар будет падать дальше. Мы так жалились за то, что рубль небывало укреплялся и так укреплялся. Вот, пожалуйста, все, рубль, как обычно, традиционно начал обрушаться, обваливаться, теперь все нормально. Я вам так скажу. К осени мы увидим совершенно другие цифры, рубль будет дальше ослабевать, но это не потому, что доллар усиливается. Да нет, не поэтому, просто-напросто вот импорт растет, значит, экспортные доходы падают, да, ну и спрос-предложение к осени, к зиме будет такой, что доллар будет стоить там 70-80 рублей по прогнозам аналитикам. Я, в общем-то, рассчитываю на это, и когда я думаю, что там закупить, доллар, евро, там, рубль или что там закупить, я думаю, что закупить, думаю, да у меня по 120 закупленных долларей, знаете сколько? И если среди моих зрителей есть те, кто тоже по 120 закупил долларя, а может быть еще дороже, напишите мне, мы хоть вместе с вами будем вот поддерживать друг друга в нашем вот этом невезении. И пусть те, кто не купил по 120, да, на нас сейчас говорят, ага, и так далее, да, ну ладно, ребята, придет и наше время, знаете, да, и на нашей улице будет праздник. Тинькофф Банк объявил о приостановке до 1 октября проведения исходящих SWIFT переводов во всех валютах. Банк утверждает, что боролся за то, чтобы сохранить комфортный способ перевода денег, но из-за западных партнеров его усилий оказалось недостаточно. А клиенты жаловались на то, что SWIFT-переводы зависли в обработке. Вообще, я тоже являюсь клиентом Тинькофф Банка и давеча тут отправил SWIFT-переводик, вот, 2 SWIFT-переводика. Один SWIFT-переводик дошел до адресата, а второй все еще где-то в пути. Я уже писал неоднократно в поддержку, говорил, где же мой SWIFT-перевод, на что получил такие невнятные ответы, что он уже вряд ли дойдет до назначения, но вернуть вам его мы сможем там только через энное количество дней. С тех пор прошло уже неделя или даже больше, но пока назад ничего не вернули. Терпению моему как бы я не знаю еще сколько осталось. Вот, я хочу сказать вот о чем. Тинькофф Банк некогда был одним из самых клиентоориентированных банков. Ну, реально крутой банк, я потому и стал клиентом этого банка, да. И сейчас за 2 месяца, да, Тинькофф Банк показывает просто чудеса. Как можно за 2 месяца обрушить весь кредит вот этого клиентского доверия? Я кого сейчас не спрошу, ну, нет людей, которые не жалуются на сервис Тинькофф Банк. Я не знаю, связано ли это изменение в клиентском сервисе с уходом Олега Тинькова, с изменениями там в менеджерской команде, я не знаю. Скорее всего, связано. Я не знаю, как влияет там Владимир Потанин, который, по слухам, купил долю в Тинькофф Банке. Ну, не по слухам, это подтвержденное, да. Все на все влияет, но то, что я вот сейчас вижу, конечно же, не очень хорошо. Я дружу с Олегом Тиньковым, и давеча вот мы обсуждали, как там будет вот дела-то в Тинькофф Банке. Он говорит, ну, я не знаю, теперь я к этому не имею никакого отношения. Я, говорит, тоже наблюдаю. Давайте поживем, увидим, буду держать вас и по этому вопросу тоже в курсе. IKEA
ввела ограничения на заказ товаров. Сейчас вот вы будете улыбаться очень сильно. Итак, можно заказывать не больше 1 тонны. То есть мебель теперь продают в тоннаже, ну понимаете? И не больше 1 миллиона рублей, не более 70 единиц одного товара. В общем, при этом онлайн-покупки до сих пор все равно не работают. Сайт, в общем-то, обрушился, и распродажа хоть и началась, но заказать один хрен ничего невозможно. Я вот честно скажу, вот Икея, да хрен бы с ней, с этой мебелью и так далее, но тефтельки, вот эти митболы икеевские, где мы теперь их покушаем, понимаете? Теперь там, где был Макдональдс, там теперь вкусно и точка. Митболов нет. Как теперь жить-то будем? Поэтому если есть кто-то здесь, кто так же страдает, как и я, от отсутствия митболов икеевских, напиши мне, будем вместе держаться друг друга, поддерживать друг друга. Не буду больше ничего про Икею, потому что и так Икея получает достаточно много внимания во всех средствах массовой информации. Еще и у Рыбакова получает постоянно. Давайте так. Я настаиваю, чтобы все мебельщики, все люди, кто в России производит мебель, продает, забрали рынок Икеи и восполнили для российского потребителя вот этот вот дефицит и пустоту, которая случается, когда Икея уходит с нашего рынка. Между диваном и жопой доллар не летает, но диваны нам нужны для того, чтобы отдыхать, спать, чтобы дома были уютные и так далее. Если уж автомобилями не можем наполнить, ну там, Лада Калина без подушки, значит, безопасности и так далее, да, ну диванами-то точно сможем. Давайте, миленькие мои, наполните Россию диванами как следует. В Казахстане временно закрыли все рестораны Макдональдс. Да-да, Макдональдс, правда, заявили, что работу приостановили по техническим причинам, но давайте разберемся вместе. Итак, в марте в Казахстане арестовали бизнесмена Карата Боранбаева, франчайзи Макдональдс в Казахстане. Его подозревают в хищении в особо крупном размере. И вот ситуация оттуда начала разворачиваться. И сейчас бах, закрывают все рестораны и так далее. Но мы-то знаем, что более половины запчастей для этих бургеров, ну там соусы, всякая там котлета, вот эти вот, все поставлялись из России. А в России вы знаете, что произошло? Все, Макдональдса нет, вкусно и точка. Вы знаете, вся сеть сейчас переполнена вот этими сообщениями, там, плесневелый бургер, стухшее что-то, тараканьи лапки или что-то, обнаруживают все, что угодно в этих вот бургерах. Название «вкусно» и точка, видимо, не соответствует действительности. Может, это и вкусно, но некрасиво и воняет. Так вот, наверное, в Казахстане под техническими причинами имеется в виду то, что запчасти из России для казахов, но они не хотят брать такие запчасти, не хотят казахи есть стухшие бургеры, мясо, вот это все. Никому это не интересно. Вот эти все фотки в интернете, возможно, это все фейки, какие-то атаки информационные. Может, Теремок, кстати, взял и заказал, например, на «Вкусную точку» вот эту атаку. Да. Я не знаю. Время покажет, да, кто там что заказал. Но на самом деле вот это осадочек-то остался. Поэтому я не хочу, чтобы в Казахстане, вообще говоря, тоже были вот эти фотографии в сети, и люди там судачили, и потом вот не хотели бы ходить в этот фастфуд и так далее. Хватит мучить людей, и так трудностей хватает, вот это вот кризисных явлений. Еще и мы будем травиться в этих ресторанах. У меня тут давеча водитель заболел каким-то сальмонеллезом. В каком-то фастфуде побыл, потом 7 дней откачивали в реанимации. Поэтому ходите в фастфуд осторожно. И если уж вы ходите в фастфуд, подбирайте надежный фастфуд. Сейчас вот мои братья Васильчаки открывают новый фастфуд. Значит, Витя Гор, вот мой ученик в X10 Академии открыл новый фастфуд. Ребята, сейчас российские предприниматели открывают такие классные заведения. Давайте так, импортозамещение по полной программе и в фастфуде, конечно же, тоже. И вот опять про фастфуд новость. Владелец KFC, компания Yum Brands, заявила, что близка к продаже сети ресторанов России местному оператору. В июне компания продала уже Pizza Hut местному оператору, а теперь хочет продать и KFC, и тогда уже свалить из России окончательно и бесповоротно. Поздравляем! Дело в том, что Pizza Hut и KFC — это очень хорошая, добрая, так сказать, франшиза. И тот, кто приобретет эту франшизу, ну, я думаю, за недорого, я надеюсь, да, получит отлично отлаженный бизнес с процессами, с обученным персоналом, с огромными перспективами, с неплохим меню и с отличным потенциалом для развития бизнеса. Ну а компания Yum Brands
я желаю будущего хорошего в других странах. И некоторые будут говорить, вот еще одна компания избегает России, уходит куда-то. Нет, я говорю, мы просто берем и высвобождаем компанию Yum Brands, чтобы она в других странах сделала что-то значимое. А здесь Pizza Hut и KFC будут управляться нашими российскими ребятами. Все будет хорошо. Volvo Group решила сократить штат в России. Завод компании Volvo по выпуску грузовиков в Калуге простаивает. Volvo не может собирать машины из-за санкций Евросоюза в отношении поставок компонентов. Что с заводом Volvo? Кстати, это очень все серьезно. Volvo Trucks в Калуге, да, открыла завод в 2009 году на 15 тысяч грузовиков. Это достаточно много. Но вот что интересно. На этом заводе Volvo выполняла сварку, окраску и сборку кабин. Все остальное поставлялось, откуда-то с мира. То есть на самом деле это было упаковочное производство, просто взяли там вот, дособрали и так далее. Никакого производства там так и не случилось. В 2011 году Volvo Trucks получила льготный режим промышленной сборки, но не как автопроизводитель, внимание, а как производитель компонентов. Кстати, это вопрос к нашему Минпромторгу, который рапортовал ранее, что огромное количество иностранных автобрендов зашли в Россию. Так вот они как зашли? Просто так, низенько, как-то, как производители автокомпонентов. То есть производство полноформатного они так и не развернули. Поэтому те, кто говорят, вот, Volvo тоже уходит из России, формально правы, но реально невелика потеря. В конце концов, если кому-то нужны будут грузовики Volvo, то параллельный импорт вперед из песни. А вот АвтоВАЗ, тут засада конкретная, да. Продажи АвтоВАЗа в июне 2022 года рухнули более чем на 80% по сравнению с прошлым годом. За все первое полугодие, представляете, продали всего лишь чуть больше, чем 70 тысяч машин «Лада». И это в 3 раза меньше, чем за первую половину 2021 года. Представляете, вот это падение. Некоторых автокомпонентов, конечно, нет, перебои с производством и так далее, но спрос действительно в первой половине года рухнул. Невзирая на то, что «Лада» устойчиво ассоциируется с брендом «едет, да и точка», да, невзирая на это, я хочу сказать следующее. Умение страны производить автомобили, иметь полную цепочку производственную, корпуса, моторы, автокомпоненты, да, сборку и рынок, который потребляет эти автомобили, это очень важно. Важно со всех точек зрения. Понимаете, вот в России было такое производство, АвтоВАЗ, Волга и так далее, и сейчас практически не осталось гражданского автостроения, но его нет. АвтоВАЗ, видите, как рухают продажи, там один аэрбэк не могут поставить комплектацию, там какие-то гидроусилители руля скоро, будем ездить как на телегах и так далее, знаете. Конечно же, это все следует, восстановить, развивать. Не может такая страна, Россия, с такой территорией, с такой географией, да, не быть обеспечена автопроизводством. Не может. Автопроизводство — это уровень страны, и люди, которые есть в нашей стране, да, они могут делать эти автомобили. Вопрос, кто управляет этими активами? Почему 30 лет надо для того, чтобы убедиться, что ни один иностранный автоконцерн так и не сделал здесь локализацию производства? Сейчас с чистого листа надо все начать заново и сделать российскую автопромышленность конкурентной и в России, и в мире. Правительство отказалось от дополнительных мер поддержки операторов связи. Операторы рассчитывали на льготную ставку по налогу на прибыль, мораторий на отчисление в резерв универсального обслуживания, льготные кредиты. А правительство сказало: нет возможности, давайте как-то сами. Что из всего этого надо взять себе заметку? Тарифы будут расти, да? Проблемы со связью, я думаю, удастся избежать, но цены точно вырастут. Поэтому как заранее закупить эту связь? Заранее в погреб не положишь. Я даже не знаю, что делать. Кстати, я тут решил телефончик менять. На какую модель? Напишите мне, какую модель мне менять телефончик. У меня уже старенькая, все видят, у меня не очень такая молодая модель айфончика. Напишите, на какую модель нынче следует поменять телефон. На iPhone, Samsung, Huawei, что там Давайте, только, пожалуйста, когда будете писать, аргументируйте, да, чей совет я возьму и чьим воспользуюсь, я
Потом в своем инстаграмчике вас отмечу. Инстаграм же это террористическая организация или какая-то? Экстремистская. Экстремистская. Пока только экстремистская. Да, отмечу в своей экстремистской организации Инстаграм, ну то есть на своем сайте. Инстаграм — экстремистская организация, поэтому без пущей необходимости не используйте Инстаграм в своей жизни. Магазины Рестор начали продавать технику Apple по параллельному импорту завезенные. Напомню, ранее Apple отказался поставлять официально технику в России. И все Apple-оманы, они все расстроились очень сильно. И я, кстати, ни хрена не расстроился, но тоже думал, блин, что теперь делать? Вот. А теперь все, параллельный импорт пошел, и все магазины, пожалуйста, опять наполнены этой техникой. Ты, главное, бабки плати, и все будет. Вот. И хотя некоторые эксперты говорят, что смартфоны или техника, завезенные по параллельному импорту, может тупо не работать или что-то там может сбоить из-за того, что там какие-то проблемы в программном обеспечении, я вам так скажу. Лучше пусть сбоит, мы починим, да, чем по сравнению, если вообще ни хрена нет. Мы, добросовестные пользователи техники Apple, ратуем за то, чтобы параллельный импорт восполнил нам все эти дыры и дефициты официальных поставщиков. Так-то вот. G7. Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония рассматривают возможность введения предельного уровня цен на российскую нефть. Ну, в общем, поясняю. Значит, санкционное давление, развивающееся через определенные ограничения, эмбарго и так далее, достигло уже предела. Что же еще можно такого ввести, чтобы дальше удушить российскую экономику? И вот, пожалуйста, придумали. Надо ввести такое правило, что вот если российская нефть продается дороже определенной цены, то это вне закона, а значит танкеры можно арестовывать, ну и все дела такие, да, знаете. Например, все-таки им удалось провести этот сценарий. И большинство стран-участников там, нефтяного рынка приняли эти правила, все эти включились в его выполнение и так далее. И вот получается, танкер идет такой, и есть сообщение, что этот танкер везет нефть из России. Подлетают патрульные катера к этому танкеру, арестовывают, смотрят документы, а нет. Оказывается, нефть-то уже была продана по той самой предельной цене латвийской, например, компании, и, оказывается, это нефть уже латвийской компании, это вообще латвийская нефть, понимаете, и так далее. Поэтому, на самом деле, конечно же, эти все законы породят сейчас огромное количество махинаций, злоупотреблений, и уж кое-кто ручки-то вот озолотит на этом, как всегда. И хотя большинство нефтяных экспертов полагают, что ввести такие правила на нефтяном рынке вряд ли получится, да, тем не менее, мы с вами сами видели, стали свидетелями, что сейчас все возможно. Вкусно и точка, да, Лада Калина едет и точка, все возможно. Поэтому давайте поживем, увидим, и я буду держать вас в курсе. Коронавирус возвращается. Ребята, очень опасная новость. В 3 странах Европы за сутки выявили более 100 тысяч новых случаев, и виной тому очередная мутация коронавируса. В это все самое время, когда в Европе опять пандемия намечается, да, в России с 1 июля Роспотребнадзор снимает все ограничения на коронавирус. Все, открывает все сухопутные границы, все открыто. Все, коронавируса официально в России нет. Дело в том, что из России сейчас все вообще перестали куда-то ездить. Самолетов нет, рейсов нет, никуда не пускают, визы не дают и так далее. Ограничения делать, и так никуда нельзя поехать. Поэтому откроем. И вот для тех, кто собрался ехать в Европу, каким-то чудом получил визы, там, да, придумал маршруты там, через Турцию, через Дубай, через Финляндию, я вам специально зачитаю. За последние сутки в Италии зарегистрировали 132 тысячи новых случаев коронавируса, да? В Германии, да, 130 тысяч пациентов за последние несколько дней. Во Франции заразились ковидом вот в ближайшие дни 119 тысяч. Хорошего вам путешествия в эти вот недружественные страны. После этой информации вы все еще намереваетесь в эти страны поехать? И вообще у меня к вам всем вопрос. Ребят, вы вообще куда-то собираетесь из России поехать, путешествовать там на море или куда-то? Или, может быть, вы в России останетесь там на Алтае, куда-то там на Баренцево море там поедете, да? Напишите мне, пожалуйста, куда вы вообще путешествуете, где? Потому что я сейчас подбираю для себя несколько новых локаций, где я проведу время с семьей.
Мне нужны ваши советы. Вот. Но, пожалуйста, не призывайте меня путешествовать в те места, где бушует коронавирус. Ну и знаете, да? Давайте вместе размножать хорошее, и тогда плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум,